Ну вот мы и подобрались к главному вину тысячелетия. Космическая, мать его, Одиссея. Этот фильм привил во мне маленьком любовь к кино. И во время написания рецензии на предыдущие картины Кубрика я боялся момента, когда дойду до Одиссеи. Потому что одно дело рассказывать про просто хорошие, даже отличные фильмы. Другое — это описывать шедевр. А Space Odyssey действительно мастерпис космического масштаба. Большая ответственность и труд упомянуть все достоинства ленты. Поэтому я решил, нахуй это надо? Я буду краток. Кубрик вместе с писателем-фантастом Артуром Кларком экранизирует его научно-фантастический рассказ. Для первого это опять игра с новым для себя жанром. Для второго — возможность продать побольше своих книжек. Если быть максимально лаконичным, то сюжет в Одиссее рассказывает нам о 3 периодах развития человечества. Период доисторический, когда человека как такового еще не существовало, а были лишь стая человекоподобных макак, которые бегают и кричат друг на друга. Какой механизм послужил рычагом переключения сознания макаки к сознанию человеческому? Кубрик изображает такой механизм, как странный черный обелиск, на который случайно натыкается племя мартышек. Одна из них прикасается к нему и на следующий день берет в руки палку, чтобы отпиздить другое племя. Так происходит переход сознания к человеческому. Начинается второй период. Период существования и доминирования человека над живой природой. Тот, по сути, в котором мы и сейчас живем. Но Кубрик и Кларк решают на этом не останавливаться и фантазируют на тему того, а что же дальше. А дальше мы видим, что человечество все же освоило часть космоса. Александр Пистолетов совершает экспедиции на Марс. Люди колонизируют Луну. На Луне группа исследователей находит еще один черный обелиск. И это означает только одно – новый качественный переход в развитие человечества. То есть по Кубрику, с момента, когда макака берет в руки палку и до момента полетов макаки на Луну, по существу, качественно ничего не меняется. Внутри мы все те же макаки, только ходим прямо и в штанах. У человека как были 3 главные ценности – деньги, секс и власть, так и остались. Но некоторые ошибочно думают, что технический прогресс – это и есть развитие движения вперед. Однако, как мне кажется, прогресс достаточно иллюзорен. Доказательством, например, могут послужить непрекращающиеся на протяжении существования осознанной жизни войны и вооруженные конфликты. Мы подобны тем макакам из начала фильма, готовы убивать друг друга за небольшой клочок материка или полуострова. If you know what I mean. Черный обелиск на Луне отправляет сигнал к Юпитеру, и человечество снаряжает экспедицию самым продвинутым инструментом инженерной мысли — совершенную палку, искусственный интеллект. Тут начинается самая захватывающая часть фильма. В экспедиции у компьютера Hella 9000 происходит сбой, и он начинает методично уничтожать экипаж. В итоге остается в живых только один космонавт, который и находит летающий на орбите Юпитера черный обелиск. Прикоснувшись к нему, космонавт проваливается в новое измерение, вне пространства и времени, где буквально за секунды стареет, умирает и перерождается в крипового младенца с огромной головой. Младенец летит в каком-то пузыре к Земле, знаменуя тем самым начало нового периода в развитии существа, именуемого ранее человеком. Однако, что он несет на Землю? Просветление или разрушение? Вопрос остается открытым. Почему я решил рассказать мое видение сюжета? Ну потому что по структуре «Космическая Одиссея» — это визуально-музыкальная фантасмагория, где нет экспозиции. Никакой закадровый голос не расскажет вам, что вот это значит, а что происходит сейчас. Поэтому современный зритель может испытывать дискомфорт. Нас разнежил кинематограф, где сюжет ведет нас за ручку, как маленькую девочку за покупкой лолипопа. Здесь кино берет нас и вышвыривает в бескрайние темные глубины открытого космоса, предварительно забыв надеть на нас гермошлем. А космос у Кубрика действительно впечатляет. Во-первых, он беззвучен. Вам не покажет эпичных взрывов и звездных войн. Во-вторых, он холодный и темный. Никаких красивых видов взрывающихся звезд, поясов астероидов тут тоже не увидите. Лишь маленькие тускнеющие звездочки в бескрайнем океане темноты. Декорации в фильме потрясают воображение. Даже сейчас никто не может воссоздать ничего подобного. Смотря на это, ты просто не можешь поверить, что картина создана 52 года назад. Все модели кораблей и внутри, и снаружи создавались вручную. Гигантская центрифуга, в которой вертелись космонавты корабля Discovery, стоила кучу денег. А когда она вращалась, все еще было плохо прикручено и отпадало на головы актера. Изначально у фильма был заказан саундтрек каким-то там топовым композитором, звуковикам из $10 000. Как рабочий саунд Кубрик временно подставил классическую музыку. В основном это симфонии Рихарда и Иоганна Штрауса. Но позже режиссер решил, что рабочий вариант даже лучше. И так все и оставил. Этой картиной Стэнли вернул, а точнее дал жанру научной фантастики свежее дыхание.
До Одиссеи фильмы про космос не воспринимали зрителям серьезно и были лишь развлечением категории «Б» для школьников. Ну, может, в СССР еще были интересные представители, и тема космоса как огромной неизведанной загадки тоже поднималась. Зато маркетологи студии в надежде отбить бабки на фильм называли его «кино для всей семьи» и ставили его в один день и время с мультфильмом про Винни-Пуха. А тогда еще были популярны такие акции, как 2 сеанса по цене одного. И вы только представьте, как кайфанули зумеры тех лет. Если о влиянии Одиссеи на меня, то, как я уже упоминал, оно неизгладимо. Я смотрел эти 3 часа фильма, а потом понял, что у меня взорвалась нахрен голова и улетела на орбиту. Тогда я как бы сам прикоснулся к черному обелиску, испытал визуальный оргазм и стал мужчиной. Автор идеи — сам Щит. Текст читала Хижина.